30 мифов великих цивилизаций. Антология разоблачений. 3 великие цивилизации. 3 колосса, которые стоят в основании нашего представления о прошлом. Рим с его легионами и форумами. Египет с его пирамидами и фараонами. Майя с их календарями и джунглями. Мы думаем, что знаем их. Мы уверены, что учебники рассказали нам все самое важное. Мы повторяем их мифы за завтраком, в школьных сочинениях, в документальных фильмах и даже не подозреваем, что повторяем выдумку. Это 30 историй о том, как рождается ложь, почему она живет веками и какая невероятная, головокружительная правда прячется за каждым мифом. Каждое из этих разоблачений было проверено по источникам, не по популярным пересказам, а по настоящим хроникам, раскопкам и научным трудам. И каждая из них заставит вас почувствовать одно и то же. Неужели я всю жизнь верил в это? Если вы готовы узнать правду о мифах великих цивилизаций, в которые верили веками, поддержите этот цикл лайком и напишите в комментариях, какое разоблачение потрясло вас сильнее всего. Это вдохновит нас открывать новые архивы. Итак, забудьте все, что вы знали. Начинается другая история. Миф номер 1. Рим — великий самозванец, укравший чужое величие. Представьте себе город. Великий, вечный, несокрушимый. Город, который дал миру право, архитектуру, латинский язык и саму идею империи. Город, который столетиями считался колыбелью цивилизации Запада. Рим. Одно слово, и в воображении мгновенно встают образы. Гордые сенаторы в белых тогах, легионы, маршем идущие по мощенным дорогам, Колизей под синим небом, философы, спорящие на форуме. И над всем этим образ гения. Римского гения. Уникальной, самородной, ни у кого не заимствованной цивилизации. Столетиями это повторяли учителя, писали в учебниках, и никто не осмеливался усомниться, потому что сами римляне создали собственный миф так искусно, так последовательно и так масштабно, что он пережил их империю на 2000 лет. Миф о том, что Рим придумал себя сам. Но вот что происходит, когда начинаешь смотреть внимательнее. Архитектура, которой восхищается весь мир, арки, своды, акведуки, была позаимствована у этрусков, таинственного народа, жившего на севере Апеннинского полуострова задолго до того, как маленький городок на берегу Тибра стал кем-то важным. Именно этруски научили римлян строить арки. Именно их мастера возводили первые монументальные здания в том месте, которое впоследствии назовут Вечным городом. Этрусское слово «атриум» — то самое открытое пространство в центре дома, которое мы считаем сугубо римским изобретением, пришло из их языка. Первые римские цари, согласно их же собственным хроникам, носили этрусские имена — Тарквиний. Это не просто заимствование, это фундамент. Но этруски были лишь началом. Религия, которую римляне называли своей, была переписана с греческой почти дословно. Юпитер — это Зевс. Юнона — это Гера. Марс — Арес. Меркурий — Гермес. Нептун — Посейдон. Венера — Афродита. Мифы, которые римские поэты Вергилий, Овидий, Гораций излагали как исконно римские, были переведены с греческого с минимальными изменениями. Когда Рим завоевал Грецию во II веке до нашей эры, культурный поток хлынул в обратном направлении. Греческие учителя, греческие философы, греческие художники стали учить победителей тому, что значит быть цивилизованными. Гораций, один из величайших римских поэтов, написал фразу, ставшую поговоркой: «Завоеванная Греция победила своего дикого победителя». Военная тактика заимствована у самнитов и галлов. Знаменитые гладиусы, короткие мечи легионеров, были скопированы с иберийских клинков, захваченных в испанских кампаниях. Знаменитый строй легионов в Маниполах был переработкой греческой фаланги, адаптированной после поражений от самнитов в горах Апеннин. Монетная система пришла из греческих колоний на юге Италии, которые римляне называли Великой Грецией. Так что же тогда изобрел Рим?
И вот здесь история становится по-настоящему захватывающей. Потому что настоящий вклад Рима в историю цивилизации был не в изобретении, а в масштабировании. Рим взял все лучшее, что существовало вокруг, и создал из этого систему. Не просто архитектуру, а стандартизированную архитектуру, тиражируемую по всей империи от Британии до Месопотамии. Не просто право, а кодифицированное право, которое работало одинаково в Карфагене и в Лондиниуме. Не просто дороги, а 80 тысяч километров мощенных дорог, по которым информация, армии и торговля двигались с невиданной прежде скоростью. Гениальность Рима состояла не в творчестве, она состояла в синтезе. Рим был первой в истории цивилизации корпораций. Он умел брать чужие идеи, патентовать их под своим именем и внедрять в масштабах целого мира. Это был не плагиат, это было нечто куда более сложное и куда более влиятельное. Это была способность превращать заимствованное в универсальное. Но вот парадокс. Именно потому, что Рим сам создавал свою историю, через Вергилия, через Тита Ливия, через Тацита, именно его версия событий и дошла до нас. Этруски не оставили нам литературы. Греки оставили, но греческий нарратив вытеснил латинский лишь в академических кругах. Самниты, иберы, галлы — все они проиграли не только войну, но и право на собственную историю. Рим победил дважды. Сначала мечом, потом пером. И когда вы в следующий раз будете смотреть на Пантеон или Колизей и думать, какой римский гений, вспомните этрусского мастера, который первым научил этих людей класть арку, и грека, чьи мифы они переписали под своим именем. История величия всегда сложнее, чем нам хотят рассказать. От грандиозного самозванства переходим к берегам, которые хранят тайну еще более ошеломительную — к Египту, где самый знаменитый символ этой цивилизации оказался вовсе не тем, чем казался. Миф номер 2. Египет — сфинкс, который старше, чем думал весь мир. Он смотрит на горизонт уже несколько тысячелетий. Его лицо обветрено, нос утрачен. По официальной версии, его снесли солдаты Наполеона, хотя это тоже, как мы увидим позже, неправда. Великий сфинкс Гизы — колоссальная фигура льва с человеческим лицом, высеченная прямо из монолитной известняковой скалы. Туристы фотографируют его миллионы раз в год. Египтологи изучают его уже 2 века. И почти все они сходятся в одном. Сфинкс был создан около 2500 лет до нашей эры, в эпоху фараона Хафра, чье лицо якобы запечатлено на его голове. Столетиями это повторяли учителя, писали в учебниках, и никто особенно не сомневался, потому что датировка по фараонам — это стандартная египтологическая практика, надежная, как гранит пирамид. Хафра построил вторую пирамиду, значит, он же создал и сфинкса рядом с ней. Логично, удобно, аккуратно. Но что если аккуратность — это не признак истины, а признак удобной выдумки? В 1991 году американский геолог Роберт Шох опубликовал исследование, которое взорвало египтологическое сообщество, как динамит, тихую библиотеку. Шох не был историком-любителем с альтернативными теориями. Он был специалистом по выветриванию горных пород из Бостонского университета. И он сделал то, чего никто до него не удосужился сделать с научной строгостью. Изучил характер эрозии на теле сфинкса. То, что он увидел, перевернуло все. Тело сфинкса и стены окружающего его рва покрыты специфическими вертикальными канавками, волнистыми, округлыми. Геологи хорошо знают этот узор. Так выглядит эрозия от многолетних дождей. Не от песка и ветра, от воды, от регулярных обильных осадков, которые стекали по камню тысячелетиями. Проблема в том, что последний раз Египет переживал период влажного климата с регулярными дождями примерно 7-9 тысяч лет назад. Если тело сфинкса несет следы именно такой эрозии, то его возраст не 4,5 тысячи лет, а как минимум 7, а возможно и 9 тысяч лет. Иными словами, сфинкс мог быть создан цивилизацией, которая существовала задолго до Хафра. Задолго до всей известной нам египетской истории. В эпоху, когда Египет был зеленым и влажным.
когда саванна простиралась там, где сегодня лежит пустыня. Египтологическое сообщество ответило с предсказуемым негодованием. Аргументы звучали разные. Голова сфинкса была переточена позже, и это правда. Судя по пропорциям, оригинальная голова была куда больше и могла изображать совсем другое существо. Эрозия могла иметь иное происхождение. Дожди в пустыне бывали и позже. Дискуссия не закончена по сей день. Но вот что бесспорно и что редко попадает в учебники, даже официальная наука признает, что нижняя часть тела сфинкса выветрена значительно сильнее, чем голова, что само по себе странно, если статуя была создана в один период. И ни одна египетская надпись времен Хафра прямо не утверждает, что именно он создал сфинкса. Этот вывод был сделан по косвенным данным, по расположению, по предполагаемому портретному сходству. Единственная надпись, напрямую связывающая сфинкса с Хафра, стелла сна фараона Тутмоса IV, была составлена спустя более 1000 лет после предполагаемого создания статуи и сама по себе является историческим документом о реставрации, а не о строительстве. Перед нами молчаливый свидетель, высеченный из камня, который смотрел на воду там, где теперь пустыня, который видел народы, чьих имен мы не знаем, который, возможно, старше всей письменной истории человечества, и которому мы приклеили ярлык с именем фараона просто потому, что это было удобно. Тайна сфинкса остается открытой. Но то, что мы знаем точно, он куда сложнее и куда древнее того, что написано в школьном учебнике. И пока он стоит, глядя на горизонт, у него есть время подождать, пока мы, наконец, перестанем делать вид, что знаем ответ. От загадки камня перейдем к загадке слова, к майя, чей язык был уничтожен человеком, которого официальная история долго считала героем. Миф номер 3. Майя — человек, сжегший ключ к цивилизации и ставший ее спасителем. Есть имена, которые история не может решить, куда поставить — в список злодеев или в список героев. Диего де Ланда — одно из таких имен. Испанский францисканский монах, епископ Юкатана, прибывший в земли майя в середине XVI века. Человек, который в 1562 году устроил то, что сам называл «аутодафе», то есть в переводе с испанского «акт веры». На площади в городе Мане он собрал все, что смог найти. Тысячи изображений майя, священные предметы, амулеты и 27 рукописей. 27 кодексов, сложенных в армониум книг из растительной бумаги, покрытых письменами, которые хранили в себе астрономию, медицину, историю, религию и математику цивилизации, просуществовавшей более 2000 лет. Де Ланда смотрел, как они горят, и был уверен, что делает правильное дело — уничтожает языческое суеверие. Столетиями это событие пересказывалось как однозначная трагедия. Вандализм. Уничтожение. Де Ланда вошел в историю как один из главных культурных преступников человечества, встав в один ряд с теми, кто поджег Александрийскую библиотеку. Но история де Ланды — это не просто история разрушения. Это история, от которой кружится голова, потому что человек, сжегший ключ к цивилизации майя, одновременно создал единственный ключ, который у нас есть. После сожжения, осознав масштаб того, что он наделал, или по другой версии, стремясь оправдаться перед испанскими властями, которые отстранили его от должности и отправили в Испанию под следствие, де Ланда написал труд, который историки называют «Сообщение о делах в Юкатане». В этой книге он изложил все, что узнал от майя: их историю, их обычаи, их календарь, их богов. И, самое главное, он попытался записать их алфавит. Его попытка была несовершенной. Он спрашивал у информантов майя, как звучит та или иная буква, и записывал ответы на испанский манер. Проблема состояла в том, что письмо майя было не алфавитным, а логосиллабическим, то есть каждый знак обозначал не отдельный звук, а слог или целое слово. Де Ланда этого не понял и создал запись, которая 3,5 века вводила ученых в заблуждение. Все попытки расшифровать письмо майя, опираясь на его алфавит, проваливались. Тексты оставались закрытыми. А потом пришел советский ученый Юрий Кнорозов.
В 1952 году молодой лингвист из Ленинграда, никогда не выезжавший из СССР и никогда не видевший Юкатана, опубликовал статью, которая перевернула все. Кнорозов понял то, чего не смог понять Деланда. Запись монаха была не алфавитом, она была фонетическим ключом. Когда Деланда спрашивал Майя, как называется эта буква, те читали ему вслух название знака, которое начиналось на соответствующий звук. Деланда фиксировал не буквы, а слоги, и именно их можно было использовать для расшифровки. Кнорозов, используя записи Деланды и 3 сохранившихся кодекса Майя — Дрезденский, Мадридский и Парижский, взломал систему письма, которую никто не мог прочитать 400 лет. Западные ученые, воспитанные на идее, что майянское письмо — слишком сложная система для дешифровки, поначалу отвергли его метод. Американский майянист Эрик Томпсон, считавшийся главным авторитетом в этой области, публично высмеял советского исследователя. Но к 70-м и 80-м годам XX века консенсус изменился. Кнорозов оказался прав. Письмо Майя было расшифровано. И теперь самое невероятное — сделать это стало возможным именно благодаря Деланде. Человек, сжёгший 27 книг, написал трактат, который стал мостом через 400 лет молчания. Злодей оказался невольным спасителем. Спаситель оказался невольным преступником. История редко позволяет нам расставлять людей по простым полкам. 3 сохранившихся кодекса и стелы Майя теперь поддаются чтению. И то, что в них написано, оказалось куда богаче, чем предполагали даже самые смелые исследователи. От рукописей, которые сожгли и все равно прочитали, перейдем к Риму, где человек, которого считали образцом воинской доблести, прятал за своей броней нечто совсем иное. Миф номер 4. Рим — Цезарь, которого не было в том бою. Имя Юлий Цезарь — это синоним военного гения. Он написал «Записки о Гальской войне», один из первых и наиболее подробных военных мемуаров в истории. Он описывал осады, переправы, тактические маневры с такой ясностью и деловитостью, что этот текст до сих пор изучают в военных академиях. Он был там, на передовой, он видел все своими глазами, он командовал лично. Или нет? Столетиями читатели записок принимали их как документальное свидетельство человека, который лично участвовал в каждом описанном сражении. Первое лицо? Нет. Цезарь написал свои записки в 3-м лице. Цезарь приказал. Цезарь двинулся. Цезарь увидел. Это само по себе было странным, но объяснялось как риторический прием, демонстрация скромности и объективности. Но классические историки давно заметили нечто более тревожное. В записках есть сцены, которые Цезарь физически не мог наблюдать. Описание ночных передвижений гальских войск, которые происходили за пределами римского лагеря. Детали разговоров между вождями противника, которые никогда не достигали римских ушей. Точное описание местности, которую Цезарь, судя по другим источникам, никогда лично не посещал. Как это объяснить? Древние авторы, в частности Светоний и Осиний Палеон, современник Цезаря и один из его офицеров, прямо указывали, записки были написаны не только Цезарем. Полиан, видевший кампанию изнутри, утверждал, что в тексте полно неточностей, и добавлял это мягко, но прозрачно. Часть глав 8 книги «Записок о Гальской войне», та, что описывает период после смерти Цезаря, была открыто дописана его офицером Авлом Гиртием, и Гиртий сам написал об этом в предисловии. Современные историки, изучающие стиль и лексику записок, выявили резкие различия между разными частями текста. Различия, которые сложно объяснить тем, что один человек писал в разное время. Некоторые исследователи полагают, что записки были результатом коллективной работы штабных писцов и образованных офицеров, которые собирали донесения с полей сражений, обрабатывали их и создавали единый нарратив под именем Цезаря. Это не делает Цезаря менее выдающимся полководцем. Его победы были реальными, его тактика — блестящей. Но записки о Гальской войне — это не дневник солдата на передовой. Это политический текст, тщательно выстроенный для того, чтобы создать образ непобедимого, вездесущего,
богоподобного командира. Это был пиар-проект, написанный под диктовку или при участии человека, который прекрасно понимал, история пишется теми, кто умеет писать. И Рим читал эти записки с восхищением. А потом передал их нам, вместе со всеми белыми пятнами. От белых пятен в летописях перейдем к белым пятнам в камне, к Египту, где красота скрывала тайну, которую никто не хотел замечать. Миф номер 5. Египет. Нефертити, которой не существовало. Она — самое узнаваемое женское лицо из мира древности. Бюст Нефертити, хранящийся в Берлинском музее Ноэс, воспроизводится на миллионах постеров, открыток и сувениров. Длинная шея, высокий головной убор, точёные черты. Она стала символом египетской красоты и могущества. Великая царица, супруга фараона-реформатора Эхнатона, мать, по некоторым версиям, Тутанхамона. Женщина, чье имя в переводе с египетского означает «красавица пришла». Но вот парадокс. Эта женщина была настолько значимой фигурой своего времени, что после ее смерти ее буквально стерли. Не просто забыли, стерли. Выбили ее имя из надписей, замуровали изображение, сделали все, чтобы она никогда не существовала. Столетиями историки думали, что знают ее историю. Нефертити была женой фараона-еретика, который отверг весь египетский пантеон и провозгласил единого бога солнца Атона. После смерти Эхнатона жрецы старой религии восстановили власть и уничтожили все, связанное с его именем, включая имя его жены. Это объяснение казалось исчерпывающим, но в конце XX и начале XXI века египтологи обнаружили кое-что неожиданное. В записях последних лет правления Эхнатона упоминается соправитель, личность, известная под именем Нефер-Нефруатен. Этот соправитель носил картуш, то есть правил как фараон, а не как царица-консорт. И целый ряд признаков в иконографии, в использовании женских и мужских форм в надписях, в стиле изображений указывает на то, что Нефер-Нефруатен и Нефертити — одно и то же лицо. Если это так, то Нефертити не просто была женой фараона, она была фараоном. Она правила Египтом как полноправный царь, возможно, одновременно с ослабевшим мужем, возможно, после его смерти и до восшествия на трон Тутанхамона. Она носила двойную корону, она принимала государственные решения, она вела внешнюю политику в один из самых турбулентных периодов египетской истории. И потом ее стерли. Не просто как еретичку, но, возможно, именно потому, что она была слишком могущественной женщиной-фараоном в культуре, которая предпочитала видеть на троне мужчин. Бюст в Берлинском музее, сделанный скульптором Тутмисом, был найден в 1912 году в мастерской художника и никогда не предназначался для публичного показа. Это была учебная модель, образец. То, что он дошел до нас в таком совершенном состоянии — случайность. Но случайность, которая вернула нам лицо женщины, которую ее собственная цивилизация решила забыть. Ее имя означает «красавица пришла». Она пришла и правила. И история, наконец, начинает это признавать. Но египтяне не единственные, кто прятал своих самых сильных женщин. В мире майя существовала правительница, о которой историки молчали по другой причине. Потому что ее просто не замечали, пока камень не заговорил. Миф номер 6. Майя — царица, которую приняли за царя. В 1952 году в Паленке, в мексиканском штате Чьяпас, мексиканский археолог Альберто Рус-Луе открыл то, что считается одним из величайших археологических открытий XX века в западном полушарии. Под полом храма надписей он обнаружил тайную лестницу, ведущую вглубь пирамиды. На глубине более 20 метров лестница заканчивалась погребальной камерой. В центре камеры стоял массивный известняковый саркофаг. На крышке знаменитое изображение, которое впоследствии в массовой культуре будут называть астронавтом майя. Останки внутри саркофага принадлежали, по всеобщему мнению, великому правителю Паленки Пакалю Великому, правившему в VII веке нашей эры.
Пакаль стал символом могущества майя. Его изображение, его биография, его достижения были изучены и растиражированы. Но в 90-х годах XX века антрополог Арнольд Гонсалес Круз и его коллеги исследовали другую гробницу в Паленке, так называемую гробницу Красной Королевы, расположенную в соседнем храме 13. Там находились останки женщины, покрытые ярко-красным киноварным порошком, символом царской власти в традиции майя. Анализ ДНК показал, что эта женщина была биологически связана с Пакалем, возможно, его матерью или женой. Ее звали Саккук, и пока историки восхищались Пакалем, они много лет не замечали очевидного. Именно Саккук правила Паленке до совершеннолетия своего сына. Более того, в традиции майя право на власть нередко передавалось по материнской линии, и именно от нее Пакаль унаследовал свое право на трон. Стелы с ее изображением существовали, надписи упоминали ее правление. Но поскольку исследователи ожидали увидеть мужчину-правителя, они либо не замечали свидетельств, либо интерпретировали их как декоративные, а не политические. Саккук была не просто матерью великого царя. Она была правительницей, чья политическая воля сформировала один из самых блестящих периодов в истории Паленки. И она была почти невидима в нашей истории просто потому, что мы смотрели не туда. Мир майя скрывает еще много таких историй. Рассказов о людях, которых прятала не история, а наш собственный взгляд на нее. Но сейчас нас ждет Рим и один из самых устойчивых мифов о римской демократии, который при ближайшем рассмотрении оказывается чем-то совершенно другим. Миф номер 7. Рим — сенат, который никогда не правил. Senatus populusque Romanus. Сенат и народ Рима. 4 буквы SPQR выбиты на монументах, на монетах, на щитах легионов. Этот девиз стал символом республиканского идеала. Власть, разделенная между избранными сенаторами и народом. Демократия в ее античном величии. Рим как прообраз всех парламентов и конституций будущего. Это один из самых красивых мифов, которые когда-либо придумывало человечество, и один из самых лживых. Столетиями образ Римской республики служил образцом для политических мыслителей. Основатели США прямо ссылались на Рим, называя свои институты именами римских — Сенат, консул, трибун. Монтескьё восхищался разделением властей в Риме. Макиавелли писал о Римской республике как о вершине политической мудрости. Но кем на самом деле был народ в SPQR? Римское общество делилось на патрициев и плебеев. Патриции — аристократические роды, монополизировавшие власть с самого основания республики. Плебеи — все остальные, от зажиточных торговцев до городской бедноты. Долгое время плебеи вообще не имели права занимать государственные должности, заключать официальные браки с патрициями и пользоваться многими правовыми инструментами. Борьба плебеев за права, борьба сословий, длилась почти 200 лет и завершилась рядом реформ, включая создание Института народных трибунов и запись законов на 12 таблиц. Это была реальная борьба и реальное завоевание. Но вот чем она не стала. Она не стала демократией. Ни в каком смысле этого слова. Центуриатные комиции, главное избирательное собрание Рима, были устроены так, что богатейшие граждане, составлявшие ничтожное меньшинство населения, контролировали большинство голосов. Система деления на центурии была прямо откалибрована под имущественный ценз. Первый класс, самые богатые, имел 80 центурий из 193. Если первый класс голосовал единодушно, остальные голоса не имели значения. Голосование часто заканчивалось, не доходя до низших центурий, просто потому, что большинство уже было достигнуто. Сенат формально был совещательным органом. Он не принимал законов, он давал совет магистратам. Но именно сенаторы распоряжались государственной казной, контролировали провинции, направляли армии. Консулы, высшие магистраты, избирались ежегодно, но из узкого круга нобилитета, аристократических семей, уже занимавших высшие должности. Список консулов республики поразителен своим однообразием.
Одни и те же фамилии, поколение за поколением. Так что SPQR был лозунгом, а не описанием реальности. Блестящим брендом, под которым работала изощренная олигархия. Народ Рима голосовал, но голосовал в системе, специально разработанной для того, чтобы его голос имел как можно меньше значения. И самое изумительное в этой истории — сами римляне прекрасно это понимали. Цицерон, Саллюстий, Тит Ливий описывали коррупцию, подкуп избирателей, захват должностей нобелями и делали это открыто, как бы констатируя печальную данность. Критика системы не была запрещена. Просто никто не собирался ее менять, потому что те, кто мог что-то изменить, слишком хорошо пользовались этой системой. От изящной лжи о демократии перейдем к Египту, где самый знаменитый яд в истории оказался, возможно, совсем не ядом. Миф номер 8. Египет, Клеопатра и яд, которого не было. Клеопатра — последняя царица Египта. Женщина, покорившая двух величайших римских полководцев своего времени — Юлия Цезаря и Марка Антония. Финал ее истории известен всем. После поражения в битве при Акции и гибели Антония Клеопатра предпочла смерть римскому триумфу. Она приложила к груди змею, египетскую кобру Аспида, и умерла от укуса. Это одна из самых романтических смертей в мировой истории. Ее писали живописцы, воспевали поэты, разыгрывали театры. Змея на груди египетской царицы — образ настолько мощный, настолько насыщенный символикой, Аспид был священным животным богини Исиды, что он казался абсолютно достоверным, само собой разумеющимся. Но была ли там змея? Столетиями это повторяли учителя, писали в учебниках, и опирались они на рассказы древних авторов — Плутарха, Светония, Флора. Все они описывали гибель Клеопатры с некоторыми расхождениями, но в целом сходились на версии со змеей. Плутарх, наиболее подробный из них, писал свое жизнеописание Антония через 1,5 века после описываемых событий и сам оговаривался, что истина неизвестна никому. Что говорит медицина? Египетская кобра, аспис, действительно могла быть орудием смерти, но ее яд действует медленно и мучительно. Сначала паралич, затем агония, длящаяся несколько часов. Свидетели, нашедшие тело Клеопатры, описывали ее смерть как тихую, быструю и почти мирную. Это не соответствует клинической картине смерти от укуса кобры. Современные токсикологи и историки, изучавшие этот вопрос, предложили альтернативную версию. Клеопатра, будучи человеком образованным и имевшей доступ к обширным знаниям египетской фармакологии, могла воспользоваться ядом или комбинацией веществ, которые обеспечивали быструю и безболезненную смерть. Германский историк Кристоф Шефер из Трирского университета, изучавший этот вопрос несколько лет, пришел к выводу, что наиболее вероятным средством была смесь опия, болиголова и аконита, хорошо известная в античном мире комбинация, которая обеспечивала именно такую смерть — быструю, спокойную, без видимых следов. Змею внесли в покой из корзины смокв, так гласит одна из версий. Никто не нашел змею в покоях после смерти царицы. Октавиан Август, захвативший Александрию, не стал выяснять подробности. Ему было важно, что соперница мертва, не сбежала и не покончила с собой на виду у толпы, превратив смерть в политический жест против него. Официальная версия устраивала всех. Образ змеи устраивал и потомков, потому что он был слишком красив, слишком египетский, слишком символичен, чтобы его заменить чашей с микстурой. Но подлинная история Клеопатры — это история женщины куда более рациональной и хладнокровной, чем романтический образ. Женщины, которая говорила на 9 языках, управляла сложнейшей дипломатией в мире, стравила между собой 2 наследников Рима и в конце выбрала смерть так же расчетливо, как выбирала все остальное в своей жизни. Не красивый жест с аспидом, а холодный расчет фармаколога. Это меньше похоже на оперу, но куда больше похоже на правду. От фармакологии смерти переходим к архитектуре жизни, в мир майя, где самый знаменитый факт о городах этой цивилизации оказался сконструированной иллюзией.
Миф номер 9. Майя — города в джунглях, которые никуда не исчезали. Исчезновение майя. Это словосочетание стало штампом документальных фильмов, научно-популярных книг и школьных учебников. Загадочная цивилизация, которая в одночасье покинула свои города, оставила монументальные пирамиды, огромные дворцы, сложную ирригацию и растворилась в джунглях. Никто не знает почему. Это одна из великих загадок истории. Эта история обладает всеми признаками хорошего мифа. Она красивая, она таинственная, она немного жуткая. Города-призраки среди тропических деревьев. Цивилизация, уснувшая однажды ночью и не проснувшаяся. Правда же состоит из двух частей, и обе они куда интереснее мифа. Часть первая. Майя не исчезали. Никуда. Вообще. Когда испанские конкистадоры прибыли на Юкатанский полуостров в первой половине XVI века, они встретили там живых людей майя со своими городами, своей властью, своей торговлей, своими богами. Майя сопротивлялись испанскому завоеванию с поразительным упорством. Последнее независимое государство майя, Тайя-Саль, пало только в 1697 году, почти через 200 лет после начала конкисты. Сегодня в Мексике, Гватемале, Белизе, Гондурасе и Сальвадоре живут несколько миллионов людей, говорящих на майяских языках, не на мертвом языке, а на живом ежедневном разговорном. Майя никуда не исчезли, они есть, они существуют. Миф об исчезновении — это в конечном счете миф колониального восприятия, которое не замечало коренные народы как субъектов истории. Но есть и часть вторая, в которой реальная загадка оказывается не менее захватывающей. В IX веке нашей эры крупнейшие города классического периода майя — Тикаль, Капан, Паленке, Калакмуль — действительно были оставлены. Не мгновенно, это был растянутый на несколько десятилетий процесс постепенного уменьшения населения, прекращения строительства, исчезновения царских надписей. Но произошло это не мистически. Современные исследования выявили целый комплекс причин. Дендрохронология, изучение годичных колец деревьев, показала, что в конце VIII и начале IX веков регион пережил серию жестоких засух. Эти засухи наложились на кризис, который варили системы майя изнутри, постоянные войны между городами-государствами, истощение сельскохозяйственных земель из-за вырубки лесов, нараставшее социальное неравенство, бунты против элит. Города не были брошены, они медленно обезлюдили, когда крестьяне, больше не получавшие достаточно еды и смысла поддерживать монументальные постройки ради царей, проигрывавших войны, просто ушли. Джунгли поглотили камень за несколько столетий. Это быстро по меркам геологии, но медленно по меркам человеческой жизни. И когда европейцы открыли эти руины в XIX веке, они не нашли там никаких майя, потому что центры населения переместились. Они были где-то еще. Они продолжали жить. Исчезновение — это западный нарратив, рожденный из непонимания и из желания видеть в истории красивые трагедии, а не сложные социальные процессы. Реальная история коллапса классических городов майя — это история об экологическом кризисе и политической нестабильности, которая звучит пугающе современно. Может быть, именно поэтому учебники предпочитают версию о таинственном исчезновении. Теперь вернемся в Рим, к человеку, чье имя стало символом предательства, хотя реальная история его мотивов гораздо сложнее, чем нам говорили. Миф номер 10. Рим — Брут, которого оклеветала вечность. «Эту, Бруте» и «ты, Брут». Эти три слова, произнесенные умирающим Цезарем в пьесе Шекспира, вошли в мировую культуру как воплощение самого горького из предательств — удар от того, кому доверяешь. Марк Юний Брут стал архетипом предателя, благородного на вид, но гнилого внутри. Иуда античного Рима. История, которую знают все. Брут был любимцем Цезаря, почти что приемным сыном. Цезарь продвигал его, осыпал почестями, прощал его участие в гражданской войне на стороне Помпея
и Брут заплатил ему 23 ударами кинжала на мартовских идах 53 года до нашей эры. Но кем в действительности был Брут? Столетиями облик Брута формировался через два источника. Враждебную ему официальную традицию цезарианцев, Октавиан Август, унаследовавший власть Цезаря, был кровно заинтересован в образе Брута-злодея. И через Шекспира, который жил через 16 веков после описываемых событий и пользовался Плутархом как источником. Плутарх же при всем своем уме был греческим биографом, писавшим для греческой аудитории, которой было важно видеть в Бруте трагическую фигуру, не злодея, но и не героя. Документы, дошедшие до нас, рисуют другую картину. Переписка Брута с Цицероном, самый личный и прямой источник из всех имеющихся, показывает человека, который действительно был убежден. Убийство Цезаря было необходимо для спасения республики. Брут происходил из семьи, в истории которой тираноубийство занимало центральное место. Легендарный Луций Юний Брут считался основателем республики, изгнавшим последнего царя Рима. Для Марка Юния Брута не предать Цезаря было бы изменой собственной родословной и убеждением. Брут не был тайным завистником или карьеристом. Он был человеком с глубоко укоренившимися убеждениями, может быть наивными, может быть анахроничными, но совершенно искренними. Он верил, что после смерти Цезаря республика восстановится сама собой, потому что республиканские институты достаточно сильны. Он ошибался катастрофически, и именно эта ошибка сделала его заговор политически бессмысленным. Убийство одного человека не убивает систему, которую этот человек воплощал. Цицерон, который не участвовал в заговоре, но симпатизировал заговорщикам, впоследствии горько писал, что у Брута было мужество хирурга, но не его мастерство. Он иссек опухоль, не вылечив болезни. Дантовский образ Брута в пасти Люцифера, в самом дне ада рядом с Иудой Искариотом, это политический памфлет, написанный через 13 веков после смерти Брута человеком, жившим в городе-государстве, раздираемом борьбой гибеллинов и гвельфов. Данте проецировал свои страхи перед предательством государственной власти на античного персонажа. Это великая поэзия, это плохая история. Брут не предавал друга. Он убил политического противника, которого считал угрозой государственному устройству. Это трагедия, но другого рода, чем та, что нам рассказывали. Не предательство дружбы, а катастрофа убеждения. От трагедии убеждения переходим к трагедии памяти. В Египет, где один из самых известных текстов цивилизации на протяжении десятилетий читали неправильно. Миф номер 11. Египет — книга мертвых, которая была книгой живых. Книга мертвых, само это название создает образ, свиток, написанный для умерших, руководство по загробному миру, путеводитель в царство Осириса. Ее египетское название, как принято считать, переводится именно так — «Книга мертвых». Музеи выставляют ее в витринах с надписями о том, что это заупокойный текст, написанный для того, чтобы помочь душе пройти через все испытания посмертного существования. Это почти правда. Почти — слово, которое здесь очень важно. Столетиями египтологи, начиная с немецкого ученого Карла Репсиуса, который дал тексту это название в 1842 году, работали с переводом, который звучит как «Книга мертвых». Оригинальное египетское название «Рун Прот Мхру» действительно можно перевести подобным образом. Но более точный перевод звучит иначе — «Книга выхода в день» или «Книга выхода при свете дня». Это не просто лингвистический нюанс, это меняет все понимание текста. «Книга выхода в день» — это не руководство для мертвых. Это инструкция для живых о том, как умереть правильно. Это заклинания, которые человек учил наизусть при жизни, чтобы в момент смерти его душа могла произнести их без запинки перед судом Осириса. Это молитвы, которые родственники читали вслух над умирающим, чтобы помочь его духу выбраться из тела. Выйти при свете дня. То есть войти в мир, где всегда светло, в отличие от темной земной жизни. Само противопоставление существенно для египетской теологии. Ночь и подземный мир — это временные состояния. День —
это вечность. Мертвый не уходит в темноту, он выходит на свет. Книга «Выхода в день» — это, по сути, книга о торжестве жизни над смертью, написанная с оптимизмом, который европейские ученые XIX века не ожидали найти в мрачном египетском заупокойном культе. Более того, книга не была единым текстом. Это был корпус из примерно 190 глав заклинаний, которые никогда не существовали в одном каноническом варианте. Каждый свиток был индивидуальным. Состоятельный египтянин заказывал переписчику набор заклинаний, наиболее подходящих для его конкретной ситуации, подобно тому, как сегодня заказывают индивидуальный страховой полис. Бедные люди могли позволить себе только несколько наиболее важных глав, богатые — сотни. Имена часто оставлялись пустыми, переписчик заполнял их позже именем заказчика. Иногда этого не делали вообще, и в гробницах находят свитки с пустыми прямоугольниками там, где должно стоять имя. Серийное производство для вечности. И еще один факт, который обычно не попадает в популярное изложение. Тексты книги не были секретными. Их продавали, их копировали. В позднеегипетский период существовали целые мастерские, выпускавшие стандартные свитки на продажу. Заупокойный текст, который мы представляем себе как глубокую тайну жрецов, в определенный момент превратился в товар, не менее практичный, чем амулет от сглаза, купленный на рынке. Книга о свете, проданная оптом для обеспечения вечности. История продолжает удивлять. Переходим к майя и к мифу, который касается самого знаменитого из их открытий — их числовой системы и астрономии. Миф номер 12. Майя — нулевой гений, которого не замечали 1000 лет. В популярной науке принято говорить об открытии нуля с торжественностью, которую обычно приберегают для открытия огня или колеса. 0 — это не просто число. Это концепция, позволяющая выстраивать позиционные числовые системы, без которых невозможны ни продвинутая математика, ни астрономия, ни в конечном счете компьютеры. И майя, как принято говорить, тоже открыли 0, наряду с Индией, которой обычно приписывают это открытие. «Тоже» — ключевое слово в этом предложении. Оно ставит майя на второе место. Его произносят с таким интонационным оттенком, что слушатель понимает. Майя повторили то, что уже сделали другие. Молодцы, конечно. Но хронология говорит другое. Индийская математическая традиция, в которой 0 как полноценная математическая концепция был зафиксирован, относится примерно к V веку нашей эры. 0 в виде местодержателя для обозначения пустого разряда в числе появился в Вавилоне значительно раньше, примерно во II веке до нашей эры. Майя зафиксировали свой 0 — шель, обозначавшийся в виде раковины или изображения, напоминающего глаз, в надписях, датируемых самое позднее IV веком нашей эры. Но более ранние свидетельства позволяют говорить о концепции нуля в системе майя уже с I века до нашей эры, то есть раньше, чем индийский 0, и примерно одновременно с вавилонским местодержателем, но при этом 0 майя был концептуально богаче вавилонского. Он использовался не просто как пустое место, но как полноценная величина в математических операциях. Это делает майя одной из 2-3 цивилизаций в истории человечества, которые независимо пришли к концепции нуля. Независимо, то есть без заимствования у Индии или Вавилона. Это был самостоятельный интеллектуальный прорыв, рожденный из потребностей астрономии. Именно необходимость точно считать большие промежутки времени, циклы планет, солнечные и лунные затмения, подтолкнула жрецов-астрономов майя к созданию позиционной системы счисления, которой требовался 0. И здесь начинается самое поразительное. Астрономические таблицы майя, сохранившиеся в Дрезденском кодексе, содержат данные о циклах Венеры, которые соответствуют современным измерениям с точностью до нескольких секунд в год. Майянские астрономы отслеживали Венеру столетиями, накапливая наблюдения и корректируя свои таблицы. Без телескопа, без современной математики, вооруженные только систематическими наблюдениями невооруженным глазом, своей числовой системой и ошеломляющей интеллектуальной дисциплиной. Их 0 был не то же, он был первым.
или как минимум одним из первых. И создан он был цивилизацией, которую долгое время принято было считать примитивной. Теперь переходим к Риму и к мифу о самом знаменитом из его злодеев, жестокость которого, возможно, была задокументирована его злейшими врагами. Миф номер 13. Рим. Калигула, которого придумали враги. Калигула. Само это имя стало синонимом безумия власти, садизма и сексуальной распущенности, возведенных в государственный принцип. Фильмы, романы, исторические очерки рисуют его одинаково. Маньяк на троне, провозгласивший своего коня сенатором, спавший со своими сестрами, купавшийся в золоте. Но кто написал эту историю? Столетиями образ Калигулы формировался преимущественно по двум источникам — Светонию и Кассию Диону. Светоний писал свое жизнеописание 12 Цезарей примерно через 80 лет после убийства Калигулы и опирался на слухи, анекдоты и сенаторскую традицию. Кассий Дион писал еще позже, почти через 2 века после описываемых событий. Проблема состоит в том, что оба автора принадлежали к сенаторскому классу, тому самому классу, который Калигула унижал, презирал и открыто высмеивал. Калигула демонстративно пренебрегал сенатом. Он вел себя с сенаторами так, как его предшественник Тиберий никогда себе не позволял. Он называл их льстецами, заставлял их бегать за своей колесницей, устраивал издевательские церемонии. Иными словами, история Калигулы написана его главными врагами. История с конем — инцитатом, которого Калигула якобы сделал консулом. В первоначальных источниках выглядит иначе. Светоний сообщает, что Калигула намеревался дать коню консульство. Кассий Дион уточняет, что речь шла о намерении, а не о реальном действии. Ни один надежный современный источник не фиксирует коня в списке реальных консулов Рима. Скорее всего, это была намеренная провокация. Угроза дать животному звание, которое сенаторы считали высшим знаком отличия, ради того, чтобы унизить сам институт Сената в глазах Калигулы. Реальный Калигула — человек, о котором мы знаем на удивление мало достоверного, провел первые месяцы правления как образцовый принцепс. Он освободил политических заключенных, сжег папки доносов, унаследованные от параноидного Тиберия, вернул народу зрелища, которые были запрещены при его предшественнике. Его встретили с восторгом. Затем, по свидетельствам, он тяжело заболел и изменился. Что именно произошло, неизвестно. Некоторые историки предполагают энцефалит, другие — форму психоза. Третьи — что болезнь была реальной, а перемена в поведении была реакцией на власть, которую он получил, абсолютную и бесконтрольную. Он был убит через 4 года правления заговором преторианских офицеров и сенаторов. Его убийцы немедленно приступили к написанию его истории. Таково обычное устройство вещей. Историю пишут победители или выжившие. Калигула, возможно, был жестоким, сумасбродным, опасным правителем, но настоящая степень его безумия навсегда останется неизвестной, потому что источники, которыми мы располагаем, написаны людьми, которые хотели его уничтожить, даже посмертно. От написанной врагами истории переходим к истории, которую не написал никто, пока камень не пришел на помощь. Миф номер 14. Египет — розетский камень, которого почти не нашли. В июле 1799 года, во время египетской кампании Наполеона, французский офицер Пьер-Франсуа Бушар обнаружил среди обломков крепости в дельте Нила плиту темного гранодиорита. На плите было 3 надписи. Одна иероглифическая, одна дематическим письмом, одна на греческом. Это был розетский камень. История его открытия и дешифровки хорошо известна. 2 гения, британец Томас Янг и француз Жан-Франсуа Шампольон, соревновались за честь первым прочитать иероглифы. Шампольон победил в 1822 году. Египет заговорил. Но в этой истории есть как минимум 2 обстоятельства, которые обычно опускают. Первое. Розетский камень сам по себе не особенно интересный текст.
Это административный указ 1906 года до нашей эры. Нет, простите, указ Птолемеевского периода около 196 года до нашей эры о налоговых льготах жрецам в честь годовщины воцарения Птолемея V. Юридический документ средней важности, написанный на 3 языках ради удобства многоязычного населения Египта того времени. Ничего сакрального, ничего философского. Бюрократия. Второе. Шампольон расшифровал иероглифы не только и даже не столько благодаря розетскому камню. Ключевым прорывом стала работа с двуязычными надписями из других источников, в том числе с обелиском Филе, привезенным в Англию. Розетский камень был важен как принцип, как подтверждение идеи о том, что иероглифические знаки имеют фонетическую составляющую, они являются чисто символическими пиктограммами. Но сама дешифровка была значительно более сложным процессом, чем популярный нарратив о чудесном камне позволяет предположить. Третье, и это совсем не попадает в учебники, камень едва не был уничтожен. Когда британские войска разгромили французов в Египте в 1801 году, французские ученые пытались вывести свои находки. Розетский камень прятали в трюме корабля. Затем, по условиям Александрийского договора, он был передан британцам. Часть французских ученых отказалась отдавать научные материалы военным, и некоторые рукописи все же уплыли во Францию. Но камень оказался в Британском музее, где находится по сей день, к огромному огорчению современного Египта, требующего его возвращения. И вот парадокс. Величайший ключ к египетской цивилизации хранится не в Египте. Бюрократический указ о налоговых льготах стал самым знаменитым текстом в истории археологии. Не потому, что он важен сам по себе, а потому, что оказался в нужном месте в нужное время. История часто делается именно так. От случайного камня переходим к намеренному строительству, в мир майя, где самое загадочное сооружение этой цивилизации скрывает секрет, который только недавно удалось раскрыть. Миф номер 15. Майя. Пирамида в Чичен-Итсе, которая говорит голосом птицы. Есть здание, которое архитекторы 1000 лет считали просто красивым. Пирамида Кукулькана в Чичен-Итсе, известная также как Эль-Кастильо, один из самых совершенных образцов доколумбовой архитектуры. Она поражает своими пропорциями. 9 ярусов, ориентация по сторонам света, ступени, по которым в дни весеннего и осеннего равноденствия скользит тень, образуя силуэт ползущей змеи на краю лестницы. Символическая красота, воплощенная в камне. Но у этой пирамиды есть секрет, который ни один историк, ни один архитектор не открывал, потому что они не слушали. Буквально. В 90-х годах XX века акустик Дэвид Дубовский из Калифорнийского университета приехал в Чичен-Итсу не изучать историю, а изучать звук. Он встал перед лестницей пирамиды, хлопнул в ладоши и услышал то, что заставило его остолбенеть. Эхо, отраженное от ступеней пирамиды, звучало как крик священной птицы Кетцель, птицы, которая была символом Кукулькана, пернатого змея, которому посвящена пирамида. Дубовский впоследствии опубликовал акустический анализ, показавший, ступени пирамиды действуют как дифракционная решетка, преобразующая звук аплодисментов или шагов в характерный трелеподобный звук, идентичный пению Кетцеля. Последующие акустические исследования, в том числе работы Игона Пихола Майя и других мексиканских ученых, подтвердили — это не случайность. Геометрия ступеней рассчитана с точностью, которая не могла быть случайной. Угол наклона, высота ступеней, соотношение горизонтальных и вертикальных поверхностей — все это создает специфический акустический эффект. Иными словами, майя построили пирамиду, которая поет, которая отвечает на звук голосом священной птицы. Те, кто собирался у ее подножия на религиозные церемонии, хлопавшие и певшие, слышали, как камень отвечает им голосом Бога. Это открытие перевернуло понимание архитектуры майя. Ученые начали изучать акустику других сооружений и обнаружили, что во многих из них присутствуют сложные звуковые эффекты. Шары для игры в мяч, располагавшиеся рядом с храмами, имели особую геометрию, которая усиливала и отражала звук на поле. Некоторые гробничные камеры давали эхо,
имитирующая звук грома. Мы столетиями смотрели на пирамиды майя и видели только архитектуру. Мы не слышали музыку. От музыки камня к музыке слова. В Риме существовала поэтическая традиция, которую принято изучать как литературу, но которая на самом деле была чем-то гораздо более опасным. Миф номер 16. Рим, поэт которого изгнали за стихи, но совсем не за те. В 8 году нашей эры произошло событие, которое на века стало примером того, как власть борется с искусством. Публий Овидий Назон — величайший поэт своего времени, автор «Метаморфоз», «Искусство любви», «Фасте», был изгнан императором Августом в Томы, на берег Черного моря, в тогдашний конец обитаемого мира. Он провел там последние 9 лет жизни и умер в ссылке, так и не получив прощения. Официальная причина? Сам Овидий в своих стихах из ссылки называл две — поэма и ошибка. Поэма — это искусство любви, легкомысленное руководство по соблазнению, которое, по мнению Августа, развращало нравы. Ошибка — нечто другое, что Овидий описывает намеренно туманно. Глаза, которые видели то, что не должны были видеть. Столетиями считалось, что главной причиной была именно поэма, слишком вольная, слишком откровенная, шедшая вразрез с августовской программой восстановления традиционных римских ценностей. Поэт, высмеивающий верность в браке в эпоху, когда Август принимал законы о семье и нравственности, это политическая провокация. Но «Искусство любви» было написано примерно за 10 лет до ссылки. Августу было достаточно времени отреагировать раньше, если бы дело было только в поэме. Что изменилось в 8 году? В тот же год, что и Овидий, была сослана Юлия-младшая, внучка Августа, дочь его опальной дочери Юлии-старшей, сосланной еще раньше. Обе Юлии обвинялись в распутстве, в нарушении тех самых законов о нравственности, которые Август принял. Но историки давно подозревают, за распутством скрывались политические заговоры против Августа или его преемника Тиберия. Ошибка Овидия — вероятно, его причастность к кругу Юлии. Он мог видеть что-то компрометирующее. Он мог знать что-то опасное. Его знаменитость делала его опасным свидетелем и удобным козлом отпущения. Сослать великого поэта за стихи было политически элегантно. Это давало Августу возможность прикрыться борьбой за нравственность, не называя настоящих политических причин. Настоящий Овидий — это не пострадавший от цензуры лирик. Это человек, случайно оказавшийся на пересечении придворных интриг, которые унесли его за 1000 километров от Рима. Поэма послужила предлогом, ошибка была причиной. И самое трагичное — он писал из томов стихи, умолял, льстил, просил о помиловании, снова и снова, стихотворение за стихотворением. Август умер, не ответив. Тиберий унаследовал власть и унаследовал молчание. Овидий умер у Черного моря, не дождавшись слова. История, которую мы называем «войной Августа с поэзией», была войной Августа с опасным свидетелем. Поэзия была просто удобным оружием. От удобного оружия перейдем к другому виду оружия. В Египте, где самый знаменитый строительный материал цивилизации скрывает тайну, которую химики разгадали только в 21 веке. Миф номер 17. Египет. Голубая краска, которую потеряли на 2000 лет. Есть цвет, который римляне называли египетским синим, и который на протяжении 3000 лет был самым дорогим и технологически сложным пигментом в мире. Египтяне создавали его еще в 3-м тысячелетии до нашей эры, и он присутствует в живописи гробниц, на стенах дворцов, в статуэтках и украшениях. Затем, с упадком Египта и романского мира, рецепт его производства был утрачен. На 1700 лет этот цвет исчез из истории человечества. Столетиями считалось, что это просто потерянный рецепт. Утрата знания, каких в истории немало. Но в 2009 году химики из Гамбургского университета, исследуя образцы египетского синего из музейных коллекций, обнаружили нечто, чего не ожидал никто. Под воздействием инфракрасного излучения пигмент, кальций-медный силикат, начинал светиться.
не просто отражал свет, он испускал собственное излучение в ближнем инфракрасном диапазоне с исключительной яркостью и стабильностью. Египетский синий оказался флуоресцентным материалом с уникальными квантовыми свойствами. Он поглощает видимый свет и переизлучает его в ближнем инфракрасном диапазоне. Свойство, которое сегодня используется в биомедицинских исследованиях, в системах безопасности и в разработке новых материалов. Древние египтяне создали нанотехнологический материал за 3000 лет до того, как человечество придумало слово «нанотехнологии». Исследователи провели еще один эксперимент. Они растерли египетский синий до состояния нанопластинок, взвешенных в воде, и обнаружили, что в таком виде он продолжает флуоресцировать еще более ярко и устойчиво. Это открыло перспективы использования 3000-летнего пигмента в современной науке, от маркировки раковых клеток до создания новых красок для защиты документов от подделки. Египтяне знали, как его делать. Смешивали кварц, известняк, малахит и нагревали до высокой температуры. Они понимали, что получается красивый и стойкий пигмент. Они не знали, что также создают квантовый флуоресцентный материал, и не могли знать, потому что для этого понимания потребовалась квантовая механика. История человечества полна таких моментов. Люди создавали вещи, не понимая, почему они работают. Понимание приходило потом, иногда через тысячелетия. Египетский синий ждал своего часа 3000 лет, запечатанный в гробничной живописи. Терпения у него было достаточно. От химии египтян перейдем к химии другого рода. К тому, чем майя лечили людей, в то время как Европа еще верила в кровопускание. Миф номер 18. Майя — медицина джунглей, которая обогнала Европу на века. Когда испанские конкистадоры и миссионеры начали фиксировать знания майя в XVI и XVII веках, они относились к местным медицинским практикам с нескрываемым пренебрежением. Колдовство, язычество, суеверие — эти слова мелькают в хрониках снова и снова. Испанские священники уничтожали медицинские рукописи майя с тем же рвением, что и религиозные тексты. Но в 20 и 21 веках фармакологи, ботаники и историки медицины начали систематически изучать то, что сохранилось. Фрагменты рукописей, полевые записи ранних натуралистов, современная традиционная медицина потомков майя. И картина, которая открылась, оказалась поразительной. Майя использовали кору хинного дерева, источника хинина, первого эффективного лекарства от малярии, за века до того, как европейцы открыли это средство в Перу в XVII веке. Они применяли каучук не только как материал для мечей, но и для герметизации сосудов и создания примитивных клизм, форма гидротерапии, смысл которой стал понятен европейским врачам значительно позже. Они использовали саль пуэрто, местное растение с антисептическими свойствами, для обработки ран. Но самое поразительное открытие связано с зубами. В 1970-х годах исследователи, изучая черепа майя классического периода, обнаружили нечто удивительное. В нескольких черепах были выявлены фрагменты ракушечника, вставленные в зубные лунки на месте потерянных зубов. И вокруг этих вставок кость успела нарасти. Это означало, что пациент пережил операцию, вставка прижилась, началась остеоинтеграция. Майя практиковали зубные имплантаты за 1500 лет до того, как современная стоматология изобрела этот термин. Периодонтальная стоматология в Европе в средние века сводилась к вырыванию зубов. В это же время, или еще раньше, хирурги майя проводили операции по замене зубов с интеграцией в костную ткань. Но самое болезненное во всей этой истории — не открытие само по себе. Болезненно то, сколько знаний было потеряно безвозвратно. Деландо сжег 27 книг. Другие конкистадоры уничтожали рукописи не менее методично. Сколько медицинских трактатов, сколько рецептов, сколько хирургических техник превратились в пепел на кострах ауто-дафе. Мы никогда не узнаем. И это может быть самый горький миф из всех. Не ложь, а пробел. Не то, что нам рассказали неправильно, а то, что нам уже никогда не расскажут. От потерянных знаний к знанию, которое было у всех на виду,
но которое не замечали 3 века. В Риме существовал способ управления империей, который историки долго описывали неверно и который оказался куда гениальнее, чем предполагалось. Миф номер 19. Рим. Почта, которая управляла миром. Принято думать, что Рим управлял своей огромной империей, от Шотландии до Персии, от Рейна до Сахары, силой легионов. Военная мощь, жестокое подавление восстаний, стратегические гарнизоны, щит и меч. Это правда, но только часть правды. Настоящей системой управления, которую Рим изобрел и которая сделала все остальное возможным, была курьерская служба. Курсус Публикус, государственная курьерская служба Рима, была создана при Августе и просуществовала почти 500 лет. По всей империи были размещены станции, мансионес, через каждые 25-40 километров вдоль главных дорог. На каждой станции держали сменных лошадей, носильщиков, повозки и провизию. Официальный курьер с документами мог преодолевать до 300 километров в день, скорость, которую Европа не превзойдет вплоть до появления железных дорог. Это не просто логистика, это была нервная система империи. Столетиями историки описывали курсус публикус в одном ряду с другими административными достижениями Рима — дорогами, акведуками, правом. Но только в последние десятилетия исследователи начали по-настоящему понимать, насколько эта система определяла политическую реальность Рима. Без курсус публикус провинциальный наместник был бы практически независимым правителем. Слишком далеко, слишком долго добираться приказам из Рима. Благодаря курьерской службе Рим мог отдавать приказы, получать донесения и реагировать на кризисы в масштабах континента быстрее, чем любой из его противников. Августу понадобилось примерно 9 дней, чтобы получить известие о поражении Вара в Тевтобургском лесу в 9 году нашей эры. 3 легиона погибли в Германии, и в Риме об этом знали меньше, чем через 2 недели. Для сравнения, в средневековой Европе известие о сражении могло добираться до столицы месяцами. Но курсус публикус имел и более тонкое политическое измерение. Доступ к государственной курьерской службе был строго регламентирован. Только те, кто имел специальный документ, диплома, могли пользоваться ее ресурсами. Контроль над этим документом был контролем над информацией. Императоры давали и отнимали диплома как политический инструмент. Союзники получали быструю связь, оппоненты оказывались в изоляции. Рим правил миром не только мечом, но еще и лошадью, дорогой и листом пергамента. Это был управленческий гений, который в учебниках занимает обычно меньше места, чем описание Колизея. А меж тем, именно эта система, а не армия, объясняет, почему Рим простоял так долго. Переходим в Египет и к мифу о том, кто на самом деле строил пирамиды. Нет, не рабы. Но ответ не менее удивителен, чем сам вопрос. Миф номер 20. Египет, строители пирамид, которые жили лучше нас, думали о рабах и пирамидах, сказано уже немало. Этот миф, пожалуй, один из самых известных развенчанных. Но история строителей пирамид содержит детали, которые куда удивительнее простого: они не были рабами. В 1990-х годах египтолог Захи Хавас и его коллеги раскопали вблизи Гизы поселение строителей. То, что они нашли, опрокинуло все предположения. У строителей было организованное медицинское обслуживание. Скелеты, найденные в захоронениях рабочего квартала, демонстрируют следы хирургических вмешательств, переломы, которые были успешно вправлены и зажили. Ампутации, после которых люди выжили. Это не просто им давали еду. Это полноценная медицина на государственном уровне, организованная для рабочей силы. Рабочие получали паёк из высококачественного мяса: говядина, баранина, птица. Анализ костных остатков из кухонных мусорных ям показал, что рабочие ели значительно лучше среднего египтянина того времени. Пиво было частью ежедневного рациона. Не как роскошь, а как калорийная и безопасная альтернатива воде. Строители жили в организованных казармах рядом с объектом, не в ямах, а в настоящих зданиях. Надписи, найденные в этом районе, показывают, что бригады рабочих соревновались между собой и гордились своими результатами.
Бригады носили имена вроде «друзья Хуфу» или «пьяницы Менкаура». Не от принуждения, а от корпоративного духа. Строители пирамид были квалифицированными рабочими, инженерами, каменотесами, организаторами, которым платили, кормили и лечили. Это был государственный мегапроект, требовавший умелых рук, а не просто многочисленных. Принудить необученного человека к точной кладке известняковых блоков весом в несколько тонн невозможно никаким принуждением. Но вот что не менее удивительно. Значительная часть рабочих, судя по всему, приходила добровольно, в рамках системы налога трудом обязательной отработки, но отработки оплачиваемой и с привилегиями. Для крестьянина из египетской провинции попасть на строительство царской пирамиды означало хорошее питание, медицину, жилье и, возможно, статус. Пирамиды строили не рабы, сломленные плетью. И строили люди, которые ели мясо, получали пиво и лечили переломы за государственный счет, пока возводили одно из чудес света. Это не менее поразительно, чем миф. Может быть, даже более. Возвращаемся в мир майя и к одному из самых устойчивых заблуждений об их самом знаменитом изобретении. Миф номер 21. Майя — конец календаря, которого не было. 21 декабря 2012 года эта дата несколько лет была в центре мирового внимания. Книги о конце света по майя расходились миллионными тиражами. Документальные фильмы с трагической музыкой объясняли, как майя предсказали конец цивилизации именно в этот день. Люди продавали имущество. Некоторые строили бункеры. Это был грандиозный миф. И он был создан не майя. Он был создан издателями, режиссерами и маркетологами, которые нашли в непонятном календаре идеальный материал для апокалиптического нарратива. Что на самом деле заканчивалось 21 декабря 2012 года? Один из больших циклов календаря майя — так называемый 13-й бактун. Бактун — это единица времени, равная примерно 400 годам. 13 бактунов составляют один цикл, примерно 5000 лет и 125 лет. После этого цикл начинается заново. Это как смена тысячелетия в нашем летосчислении. 31 декабря 1999 года счетчик нашего календаря дошел до нулей. Майянский счетчик дошел до своих нулей в декабре 2012. Ни один здравомыслящий человек не думал, что конец тысячелетия означает конец мира. Именно так к этому событию относились и сами майя. Современные исследователи нашли многочисленные надписи майя, в которых упоминаются даты, выходящие далеко за пределы 2012 года. Некоторые уходят на тысячи лет вперед. Это неопровержимое свидетельство того, что сами майя не считали эту дату концом чего-либо. Для них это был рубеж цикла, повод для торжества, а не для страха. Более того, в надписях из Паленки зафиксировано пророчество о праздновании, которое должно состояться в октябре 2012 года, то есть уже после предполагаемого конца света. Создатели этой надписи явно не ожидали, что мир закончится через 2 месяца. Миф о конце календаря майя — это западная проекция на незападную культуру. Это наш апокалиптический нарратив, наш страх перед круглыми датами, одетый в перья и нефрит майя. И это стоило миллионы. Издателям, продюсерам, а главное — самим майя, чья богатейшая интеллектуальная традиция была в очередной раз превращена в экзотический реквизит для чужой истории. Где-то в это время потомки майя смотрели на экраны телевизоров, где говорилось об их пророчестве, и испытывали, по свидетельствам, смесь изумления и горькой иронии. 22 декабря 2012 года взошло солнце, как обычно. Переходим к Риму, к мифу, который касается не политики и не войны, а самой интимной и неожиданной стороны этой цивилизации. Миф номер 22. Рим — туалет, который изменил историю болезни. Рим — символ цивилизованности. Форумы, храмы, термы, акведуки и, конечно, общественные уборные — латрина. Просторные мраморные залы с рядами отверстий в мраморных же скамьях, где граждане могли сидеть бок о бок
и вести светские беседы, не отвлекаясь от физиологических нужд. Санитарная революция древности. Триумф Гигиены. Это один из самых прочных образов в представлении об античном Риме, и он почти полностью неверен, по крайней мере в той части, которая касается санитарии. В 2016 году биоархеолог Пирс Митчелл из Кембриджского университета опубликовал исследование, ставшее настоящей сенсацией в научном сообществе. Митчелл изучал кишечных паразитов по их яйцам, сохранившимся в человеческих останках и в отложениях из канализационных систем по всей Римской империи. Он сравнивал данные из эпохи до римского завоевания и из эпохи расцвета империи. Вывод был ошеломительным. Распространенность кишечных паразитов в период Римской империи была не меньше, а больше, чем в предшествующие периоды. В некоторых регионах она была существенно выше. Как это возможно? Акведуки, канализация, бани. Разве все это не должно было уменьшить зараженность? Проблема состояла в деталях. Общественные уборные, фориция, сбрасывали отходы в канализационные каналы, которые в конечном счете впадали в Тибр. Тибрская вода использовалась для орошения огородов, которые питали Рим. Цикл заражения был замкнут. Более того, в общественных уборных люди пользовались общими губками на палках вместо туалетной бумаги, той самой спонжия. Губку ополаскивали в воде, стоявшей у каждого сиденья. Эта вода была прекрасной средой для передачи паразитов. Термы, которые казались оплотом чистоты, имели системы фильтрации воды, которые не справлялись с патогенами. Люди с кожными заболеваниями и кишечными инфекциями купались в тех же бассейнах, что и здоровые. Удобрение огородов осуществлялось человеческими отходами, ночным золотом, как его называли в большинстве доиндустриальных культур. Каждый съеденный листик салата мог нести яйца паразитов. Рим создал первую в истории масштабную городскую санитарную инфраструктуру. И это было огромным шагом вперед по меркам своего времени. Но он создал ее, не понимая микробиологии. Без знания о патогенах вся эта инфраструктура создавала новые пути передачи болезней там, где их не было прежде. Санитарная революция состоялась, но она была неполной, на 18 веков раньше срока. Ее настоящий смысл стал понятен только после Пастера. От бактерий в мраморных дворцах перейдем к звездам над каменными храмами, к Египту, где самые известные созвездия скрывают тайну, о которой молчат 3000 лет. Миф номер 23. Египет — деканы, которые изобрели часы. Что вы видите, когда смотрите на ночное небо? Созвездие, красоту. Может быть, вы знаете астрономические названия: Орион, Большая Медведица, Плеяды. Эти названия пришли к нам через греков. А откуда они взяли свои созвездия? Из Вавилона, из Египта, из собственного наблюдения? Но вот вопрос, который задают куда реже. А зачем вообще понадобилось делить небо на созвездия? Зачем придумывать эти образы — охотник, медведь, скорпион — на случайных россыпях звезд? Египтяне дают нам ответ. И этот ответ удивительно практичен. В Египте 3-го тысячелетия до нашей эры жрецы-астрономы разделили звездное небо на 36 частей — деканов. Каждый декан представлял звезду или группу звезд, которая поднималась над горизонтом примерно на 10 дней позже предыдущей. 36 деканов по 10 дней — это 360 дней египетского календарного года плюс 5 дополнительных. Это уже умно, календарь, написанный звездами. Но египтяне пошли дальше. Они заметили, что за время ночи над горизонтом восходят 12 деканов. Разделив ночь на 12 частей по декану, они создали первую в мире систему ночных часов. Каждый час ночи был назван именем декана, восходящего в это время. Затем для симметрии они разделили день тоже на 12 частей. Итого 24 части в сутках, 24 часа в сутках — это египетское изобретение, созданное из необходимости измерять время для религиозных церемоний, которые должны были начинаться строго в определенный момент ночи. Когда Рим принял египетскую 24-часовую систему, а через Рим весь западный мир,
Никто особо не задумывался об источнике. Ваш будильник, ваш рабочий день, разделенный на часы, ваше «встретимся в 6 вечера» — все это восходит к тому, как египетские жрецы 3000 лет назад смотрели на звезды и считали, сколько деканов успело взойти. Цивилизация, которую принято помещать в экзотическую нишу загадочного Востока, организовала наше повседневное время. Теперь возвращаемся к майя и к мифу, который связан с их наиболее трагической судьбой на испанской земле. Миф. Цивилизация майя — конкиста, анское завоевание. Нового света представлено обычно как столкновение двух миров. Технологически превосходящие европейцы с лошадьми и огнестрельным оружием против коренных народов, которых можно было победить одним появлением. Конкиста как история непреодолимого превосходства. Это и правда, и ложь одновременно. Правда. Испанцы имели лошадей, доспехи и аркебузы. Ложь. Они никогда не смогли бы завоевать Мексику или земли майя только с этим. Их было слишком мало. Корнелиус де Пауф, один из первых историков Нового Света, оценивал первоначальные отряды конкистадоров в сотни человек против населения в миллионы. Технологическое превосходство было реальным, но не настолько подавляющим. Настоящим оружием конкисты были союзники. Когда Эрнан Кортес двигался на Теночтитлан, он заключил союз с тласкальтеками, народом, жившим в давней и жестокой вражде с ацтеками. К моменту финального штурма армия Кортеса состояла из нескольких сотен испанцев и от 20 до 100 тысяч тласкальтекских воинов. Тласкальтеки воевали не за Испанию, они воевали против своего главного врага. То, что в результате к власти пришли испанцы, а не они, было для многих из них горьким сюрпризом. То же самое происходило в землях майя, хотя здесь картина была еще сложнее. Политическая реальность полуострова Юкатан в XVI веке — это мозаика враждующих городов-государств. Тутульшиф воевали с Кокомами, Кокомы с соседями, все со всеми. Испанцы воспользовались этими противоречиями блестяще. Один правитель, ища помощи против другого, заключал союз с пришельцами и таким образом открывал дорогу для завоевания. Педро де Альварадо, завоевавший территории современной Гватемалы, смог это сделать только потому, что один из народов майя, Киче, пустил его через свои земли в обмен на помощь против других. Этот союз дорого обошелся Киче. Получив помощь, Альварадо захватил и их тоже. Конкиста была не победой силы над слабостью. Это была победа умелого политического манипулирования над разрозненными противниками. Испанцы сыграли на противоречиях, которые существовали задолго до их прихода. В некотором смысле народы Мезоамерики завоевали себя сами, руками своих врагов, которые случайно оказались европейцами. Это не умаляет ни жестокости конкисты, ни трагедий завоеванных народов. Но это делает историю значительно более сложной и значительно более поучительной. От сложности истории к сложности камня. Последние главы нашей антологии возвращают нас к самому сердцу каждой из трех цивилизаций, к тому, что остается, когда проходит время. Миф номер 25. Рим. Падение, которое длилось 300 лет, и никто не заметил. Падение Римской империи — одна из самых драматических фраз в историческом нарративе. Она вызывает образ катастрофы. Варвары у ворот, рушащиеся колонны, горящий Рим. Великая цивилизация, рухнувшая в одночасье. Традиционно падение Рима датируют 476 годом нашей эры, годом, когда вождь германских наемников Адаакар сверг последнего западного императора Ромула Августула. Школьные учебники ставят здесь точку, но люди, жившие в Риме в 476 году, не знали, что живут в момент падения. Потому что ничего похожего на катастрофу в этот момент не происходило. Ромул Августул был несовершеннолетним, и его власть была номинальной. Адаакар просто отправил его в почетную ссылку с пенсией, не убил, не разрушил города. Он отослал императорские регалии в Константинополь с письмом, что Западная империя в отдельном императоре больше не нуждается. Восточная Римская империя, Константинополь, продолжала существовать еще почти 1000 лет,
до 1453 года. Падение Рима — это нарратив, придуманный историками XVIII века, прежде всего Эдвардом Гиббоном, который дал ему форму и пафос, потому что его эпохе нужен был урок о закате великих цивилизаций. Гиббон писал в эпоху Просвещения для просвещенной европейской аудитории, которая узнавала в Риме свои тревоги о собственных империях. Реальный упадок Западной Римской империи занял от 100 до 300 лет, в зависимости от того, какие события брать за точку отсчета. И происходил он постепенно, в разных местах по-разному, и сопровождался адаптацией, а не только разрушением. Варварские вожди, захватывавшие власть в провинциях, часто принимали римские титулы, продолжали использовать римское право, говорили на латыни. Церковь сохранила латинскую письменность. Местные элиты продолжали функционировать. Некоторые историки сегодня предпочитают слово «трансформация» слову «падение». Это точнее, но куда менее драматично. А история без драмы плохо продается. 476 год — это удобная дата для учебников, не более. Переходим к Египту и к последнему из великих мифов о его величайших памятниках. Миф номер 26. Египет — пирамиды, которые были не гробницами. Вот заявление, которое покажется провокационным. Ни в одной из 3 великих пирамид Гизы — пирамиде Хуфу, пирамиде Хафра, пирамиде Менкаура — не было найдено мумии. Ни одной. Ни малейшего следа погребения. Каменные саркофаги, точнее гранитные ящики, были обнаружены в 2 из них. Но они были пусты. Без мумий, без погребального инвентаря, без украшений, без надписей с именами фараонов. Ничего из того, что характерно для египетских царских гробниц. Столетиями ответ звучал просто. Гробницы были ограблены. Расхитители гробниц опустошили их в древности. Это объяснение выглядит разумно. Египетские гробницы грабили систематически из самой древности. Но есть детали, которые с этим объяснением не вполне согласуются. В Великой пирамиде Хуфу камера царя, помещение, где стоит гранитный саркофаг, была запечатана гранитными заглушками весом в несколько тонн. Эти заглушки по конструкции могли быть установлены только снаружи после того, как строители покинули камеру, и никак не изнутри. Когда арабский ученый Аль-Мамун в IX веке нашей эры пробил в пирамиду собственный туннель, он обнаружил, что система внутренних заглушек не была нарушена, они стояли на месте. Чтобы добраться до камеры, ему пришлось пробивать обходной путь через твердый известняк. Но когда он добрался до камеры царя, она была пуста. Либо грабители нашли иной путь, не оставив никаких следов, и унесли мумию, не взяв при этом ни одного золотого предмета, поскольку никакого погребального инвентаря тоже не было. Либо мумии там никогда не было. Египтологический мейнстрим настаивает на версии ограбления, и не без оснований. Ограбления египетских гробниц документально подтверждены. Но есть альтернативная точка зрения, которая становится все более весомой в последние десятилетия. Пирамиды могли служить не только или не столько гробницами, сколько частью огромного религиозного и астрономического комплекса, связанного с культом Солнца и загробного путешествия фараона. Пирамиды были ориентированы с исключительной точностью по сторонам света. Вентиляционные шахты Великой пирамиды указывают на конкретные звезды, имевшие религиозное значение, в частности, на Орион, ассоциировавшийся с богом Осирисом. Это не случайность, это религиозная программа, воплощенная в камне. Возможно, пирамиды были не гробницами в нашем понимании слова, а машинами для загробного восхождения, сооружениями, которые должны были физически запустить душу фараона в небесное путешествие. Тело фараона при этом могло покоиться в другом месте. Тайна остается открытой. И это, пожалуй, самый точный итог для цивилизации, которая умела хранить молчание лучше, чем любая другая. Перейдем к майя, к последнему кругу наших историй, где река времени впадает в настоящее. Миф номер 27. Майя — шоколад, который они создали не ради удовольствия. Какао — шоколад. Для современного человека это прежде всего вкусное лакомство,
Плитка в фольге, горячая кружка, конфеты. История открытия шоколада обычно рассказывается так. Испанцы привезли какао из Нового Света, добавили сахар, и получился продукт, покоривший мир. Майя в этом нарративе фигурируют как те, кто когда-то пил горький напиток из какао-бобов. Это правда, но правда ужасно неполная. Майя взаимодействовали с какао-деревом более 3000 лет, и это было не просто кулинарное пристрастие. Какао занимало в их цивилизации место, сравнимое с тем, какое нефть занимает в современной мировой экономике. Валюта, религиозный символ, медицинское средство и дипломатический инструмент. Какао-бобы использовались как деньги. Это хорошо задокументировано. В хрониках сохранились прайс-листы. Сколько бобов стоит кролик, сколько услуга носильщика, сколько рабыня. Какао было ликвидной и стабильной валютой на пространствах от Мексики до Гондураса. Напиток из какао, чоколатль, откуда и произошло слово «шоколад», пили преимущественно элиты и воины. Он был горьким, пенистым, иногда смешанным с острым перцем или кукурузной мукой. Это был напиток силы, мужества и статуса, не лакомства. Но еще удивительнее религиозное измерение. Для майя дерево какао было воплощением мирового древа, оси, соединявшей подземный мир, мир живых и небесный мир. Изображения какао-дерева встречаются в священных текстах. В погребальных ритуалах сосуды с какао-напитком клали в гробницы вместе с умершими. Иными словами, первый шоколад был не лакомством, он был священной валютой, военным рационом и погребальным подношением. Испанцы, попробовав горький напиток впервые, нашли его отвратительным. Потребовалось несколько десятилетий, прежде чем кто-то догадался добавить сахар и ваниль, и только тогда какао превратилось в то, что мы знаем сегодня. Но при этом 3000-летняя история дерева, которое майя возделывали с любовью и страхом, была полностью вычеркнута из истории шоколада. Каждый раз, когда вы едите шоколад, вы едите немного майя. Только они никогда не узнали бы в этом сладком прямоугольнике своего священного дерева. Возвращаемся к Риму, к последнему мифу о человеке, который переписал все, что Рим думал о самом себе. Миф номер 28. Рим. Константин, который не принял христианство. В 1912 году нашей эры, в 312 году нашей эры, накануне битвы у Милвийского моста, Константин Великий якобы увидел в небе знак — крест и слова «Сим победиши». Он нанес христианский символ на щиты своих солдат, победил соперника Максенция и впоследствии стал первым христианским императором Рима. Миланским эдиктом 313 года он даровал христианам свободу вероисповедания. Его крещение стало поворотным моментом в истории Запада. Это история, которую все знают. Это история, которая при ближайшем рассмотрении оказывается значительно более туманной. Константин не крестился при Милвийском мосту. Он не крестился сразу после эдикта. Он не крестился, когда созывал Никейский собор в 325 году, на котором была сформулирована основа христианской догматики. Константин принял крещение на смертном одре в 337 году, почти за четверть века после своего обращения. Что он делал все это время? Он продолжал использовать языческую символику на монетах. Он чтил непобедимое солнце, Sol Invictus, наряду с христианским богом. Он занимал должность верховного понтифика, то есть главного жреца языческого Рима, вплоть до конца правления. Он строил и языческие, и христианские храмы. Он казнил своего сына Криспа, возможно, по наущению христианской мачехи, возможно, по языческим религиозным соображениям. Константин был необращенным верующим. Он был политиком, блестящим, холодным, расчетливым политиком, который понял то, чего до него не понял никто. Христианство к IV веку стало крупнейшей и наиболее организованной религиозной структурой в империи. Церковь имела епископов в каждом городе, сеть помощи бедным, систему коммуникации. Это была готовая административная инфраструктура. Константин не принял христианство, он принял его на работу.
Он поставил его на службу государству и получил взамен лояльность миллионов. Его личные религиозные убеждения остаются неизвестными. Он унес их с собой, крестившись в последние часы жизни, когда уже не мог изменить ничего политически. Но, возможно, хотел застраховаться на случай, если одна из богов окажется настоящим. История христианства как государственной религии западного мира началась не с обращения императора. Она началась с политического расчета. Это не умаляет веру миллионов людей, но это честный портрет человека, которого принято называть первым христианским императором. Теперь к предпоследней истории, к Египту и тайне, которая скрыта не в камне, а в воде. Миф номер 29. Египет — Нил, который кормил богов, а не фараонов. Нил — это Египет. Это утверждение кажется банальным. Ежегодный разлив Нила нес плодородный ил на поля. Эта система земледелия позволяла Египту кормить миллионы людей и создавать культурные излишки, которые финансировали строительство пирамид и храмов. Это всем известно. Но вот что известно значительно меньше. Египтяне не просто использовали Нил, они управляли им. С инженерной сложностью, которая остается недооцененной по сей день. В 21 веке, изучая спутниковые снимки дельты и долины Нила, гидрологи обнаружили следы разветвленной сети каналов, бассейнов-накопителей и регулирующих дамб, созданных в разные периоды египетской истории. Эта система позволяла не просто ждать разлива, но контролировать его, удерживать воду в бассейнах после отступления Нила, распределять ее по полям равномерно, накапливать ее в засушливые годы. Фаюмский оазис, огромный сельскохозяйственный регион в западной пустыне, был фактически создан руками людей. Серия каналов XII династии, около 2000 лет до нашей эры, перенаправила воды Нила в природную депрессию и превратила ее в один из наиболее продуктивных сельскохозяйственных районов древнего мира. Здесь выращивали пшеницу, лен, виноград, растили скот. Это был инженерный проект масштаба, сравнимого с современными ирригационными системами. Но самое поразительное — это то, что называют нилометрами. По всему течению Нила египтяне устанавливали специальные колодцы с градуированными шкалами, по которым жрецы с точностью до локтя измеряли высоту разлива. Эти измерения накапливались веками и позволяли предсказывать не только урожай текущего года, но и долгосрочные тренды изменения режима реки. Иными словами, египтяне вели гидрологическую статистику. Они понимали цикличность разливов, знали, что слишком низкий разлив означает голод, слишком высокий — катастрофу. И они использовали эти знания для управления государственными резервами. Это не примитивное использование природных ресурсов, это государственная гидроинженерия, создававшаяся и совершенствовавшаяся тысячелетиями. Египет был не просто подарком Нила, он был результатом того, что люди взяли этот подарок и превратили его в систему. И вот мы подходим к последней истории нашей антологии. К мифу, который касается всех трех цивилизаций одновременно и который, возможно, является самым важным из всех. Миф номер 30. Все три цивилизации. Миф о конце, за которым скрывается начало. Есть история, которую рассказывают о Риме, Египте и Майя одинаково. Она звучит примерно так. Была великая цивилизация. Она достигла вершины. Потом она пала. Конец. Это не история. Это эпитафия. Красивая, удобная, позволяющая нам смотреть на прошлое как на завершенное, упакованное, безопасно далекое. Рим пал, но латинский язык стал основой 7 современных европейских языков. Римское право лежит в фундаменте правовых систем большинства стран континентальной Европы, Латинской Америки, Квебека. 24 часа в сутках — это Египет. Концепция нуля — это Майя и Индия. Христианство, сформировавшее западную цивилизацию, получило свою организационную форму от Рима и свою мифологическую глубину отчасти от Египта. Египет пал, но иероглифы пережили его крах в коптском письме, которое используется по сей день в египетской христианской церкви.
Египетская астрономия через Грецию и Рим вошла в арабскую науку, которая сохранила ее для европейского Ренессанса. Образы египетских богов — Осирис, умирающий и воскресающий бог — вошли в ткань религиозных представлений, которые не называют себя египетскими, но несут их след. Майя исчезли, но 8 миллионов человек сегодня говорят на языках майя. Их медицина, их математика, их астрономические наблюдения стали частью мирового научного наследия. Шоколад, который вы едите, ваниль в вашем кофе, кукуруза, которую выращивают на всех континентах — это дары цивилизации, которую принято считать исчезнувшей. 3 цивилизации не пали. Они трансформировались, разделились, растворились в других цивилизациях и продолжили жить в них. В языке, в праве, в науке, в ежедневных привычках, в самом строении нашего восприятия мира. Мы — наследники всех 3. Каждый раз, когда мы смотрим на часы, говорим «шоколад», читаем закон, произносим слово из латинского корня, мы делаем этих цивилизаций живыми. Не метафорически, буквально. Вот настоящий миф, который стоит развенчать последним. Миф о том, что прошлое мертво. Оно живет в каждом из нас. В словах, в числах, в мышлении, в строении наших городов и наших дней. 30 историй, 30 разоблачений и один вывод, который звучит тише всего, но значит больше всего. Цивилизации не умирают, они меняют адрес. Они живут здесь, в вас, прямо сейчас. Конец антологии.